Всем привет! В ближайшее время меня ожидает сантехника и электрика. Эти сферы требуют профессионального ручного инструмента. А про свой электроинструмент я уже сняла обзор, ссылочка вот там. А это мой набор ручного инструмента, и он еще не полный. Вот таким набором пользуются 95% людей, которые хоть что-то делают своими руками. И я вам хочу сказать, что это в 2, а то и в 3 раза медленнее, чем работать вот таким профессиональным инструментом. Ну, к тому же это еще и опасно, ручки можно поранить. О каждом инструменте, который заслужит мое внимание, я расскажу отдельно, а сейчас будет обзор и сравнение. Это трубный ключ от Knipex, длина его 28 сантиметров, то есть по размерам его можно сравнить с вот таким вот ключом, обычным. Knipex же может работать с большим диаметром. Посмотри, насколько он уже обычного ключа, если, конечно, я не засну, пока его кручу. А размер при этом одинаковый. Еще обычные ключи страдают вот такими люфтами, очень неприятно. Knipex же, если зажмет, так зажмет, хватка у него мертвая. Далее разводной ключ Крафтул. Он не больше обычного ключа, зато берет диаметр до 50 мм. Он легко регулируется, взяла его в помощь Knipex. Губки Knipex уже, чем у обычного ключа, а Крафтула еще уже, а значит, он пролезет в самые труднодоступные места. Видя этот ключ, я вспоминаю Костю Зиевальда, ведь его сравнивают с Гордоном Фриманом. Костя, привет! Далее трубный ключ от Крафтул. Даже и не знаю, чем еще можно резать трубу, кроме как им. Может быть, вы подскажете, вы же у меня умная. Режет прекрасно. У меня из вариантов только пила по металлу. Но резать ей крайне неудобно. И сам пил получается кривой и весь в задирах. Сейчас покажу вам. Ножницы Крафтул. Режет перфоленту как бумагу. Эх, зато даже дешевыми я и одного раза отрезать не смогла. А это вы посмотрите. Красота. Конечно, дешевыми ножницами вы можете сказать, что просто силенок не хватает, у тебя руки из жопы, как вы там любите, мои хейтеры любимые, говорить, но я вас все равно люблю. Но я понимаю, посмотрите на мои мучения, зато зачем мучиться, если можно резать вот так, в помойку его. Рулетка Stanley Fat Max. Вытаскивается она без проблем до 3 с лишним метров. В отличие от обычной, очень удобно, когда я работаю. Плюс у нее зацеп с 2 сторон, а у обычной рулетки только снизу. Эники-беники, если что-то не докупила с возвратным механизмом, его очень здесь не хватает. Кабелерез. Ссылка в описании, привожу с возвратным механизмом и даже дешевле этого. Но реально он очень круто режет без всяких усилий. Главное, не мнет провод, как пассатижи. Главное, ни в коем случае не режем им проволоку и даже кондуктор из гофры, иначе будут засечки. Проверено, как всегда, на мне. А дешевыми плоскогубцами я не смогла отрезать вообще что-либо. Ну, там немножко пожевали и все. Теперь возьму плоскогубцы НВС. Режут сразу же, но мнут кабель. Кстати, у них есть классная фишка, это возвратный механизм, которого очень не хватает профессиональному инструменту с таким механизмом. Я хорошего инструмента даже не нашла с возвратным механизмом. Если найдете, скиньте мне, пожалуйста. А эти плоскогубцы очень хорошо режут проволоку и перфоленту. Дешевыми плоскогубцами что-либо перекусить очень сложно, аж бесит. В помойку их. Это загнутые длинногубцы с резцом. Очень удобная штука. Без них вообще никак. Они очень удобны для труднодоступных мест. В коробах, в щитках ими очень удобно работать с клемниками и стяжками. Обычные плоскогубцы их точно не заменят. Так что вам нужны длинногубцы. 100% берите. Алюминиевый уровень прям сразу хочется выбросить. Еще и не красненький. Конечно, нужно иметь вот такой вот усиленный, крепкий уровень. Даже молотком можно и нужно бить по нему. А маленький для монтажа. Он хорош для щитков и для розеток. Дальше пистолет для силикона.
Дешевый, скелетный, он ну прям очень топорный, а вот этот куда более удобный. И плюс можно легко дозировать и выдавливать силикон по чуть-чуточку. Есть разные регулировки. Посмотрите на мое супер приобретение – крылатые очки Husqvarna. До этого у меня были обычные, дешевые. Они очень быстро царапаются и в них вообще ничего не видно. А для моей любимой должности пенщика у меня есть вот такой вот пистолет. Пистолет, давайте в демушку выстрелим. Пиф, паф! Ни одна собака не пострадала. Кстати, не все дешевые инструменты так плохи. Вот отвертка 2 в 1, очень хорошее дополнение. А вот отвертка Стэнли с храповым механизмом из моего любимого Leroy. Единственный минус – в узкие места не подлезть, но для этого есть отвертка трансформер, остальное я выбрасываю. А вот это вообще огонь, супер классная вещь, без нее никак с электрикой не обойтись. С таким инструментом чувствую себя прям супер мастером. Снимаю оплетку на ура. А вот этот дешевый, но он тоже достаточно неплох. Хотя он не везде и удобен. А какой бы ты оплеткосниматель посоветовала бы? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Красота! Вот этот, конечно, совсем не годится. Можно сразу же в помоечку его, не берите. А вот такой дешевый стрипер сломался еще до попыток что-либо сделать. В помойку. А вот это нож Стэнли с 6 лезвиями. Вау, вообще очень крутой. Реально он незаменим. Легко вытаскивается лезвие и можно убрать одной рукой. Обычный же нож не так функционален и одной рукой совсем не справишься. И посмотри, как классно им работать. Такая обойма реально выручит не раз. Особенно если вы одни работаете и некому сменить лезвие. Но не весь дешевый инструмент так уж и плох. Вот, например, степлер. Работать им вполне удобно. А это сантехнический ключ, чтобы закручивать американки всякие. А это скребок я уже показывала. Реально удобный. Молоток, ну он и в Африке молоток. А еще забыла показать вот такой вот очень крутой шпатель. И нож по пеноплексу или по минвате. Тоже классный. А вот это моя любимка. Кстати, был видеообзор на нее. Смотрите, ссылочка вверху. Это моя первая покупка из профессионального аккумуляторного инструмента. Пополнила себе комплект. Вот это вот нож по пеноплексу и по минвате. А сабельной пилой можно пилить вообще все, что угодно. Еще купила уголки. Купила разных размеров. Ну, большой просто не везде удобно. И я девочка, мне нравится все покупать. Штангенциркуль. Не знаю, понадобится он мне или нет, но я его взяла. Можно он книпекс замерить, например. И, наконец-таки, я еще вам покажу струбцины. Эти мне очень нравятся. Они реально очень нужная вещь. А еще у меня тут фонарик налобный, лазерная рулеточка,
с огромным количеством функций, индикатор металла, тока и дерева и многофункциональный индикатор. Кстати, когда я снимала видео, было всего 6 градусов на улице. А здесь показывает, что 9, но все равно холодно. А еще нашла супер классные перчатки в Максидоме и моего размера. Вы знаете, что рука у меня маленькая и найти перчатки сложновато. И они будут более функциональны, чем вот эти из оленей кожи. Эти у меня уже потерлись, хотя еще в них работать вполне себе можно. Без наколенников, конечно, вообще никуда, бережем свои коленки, и вы у меня много раз спрашивали про этот пояс от Стэнли. Сейчас его можно достаточно много где купить. Ссылочку опять же оставлю все в описании внизу. Мой комплект старого инструмента изрядно поредел, но зато вы можете оценить комплект нового инструмента. Все ссылочки на них будут в описании. Подписывайся на канал, впереди еще больше интересного. Заходи в мою группу ВКонтакте, там у нас весело.